Ты, ты хороший человек, и я тебя люблю. Ты бро, а теперь приготовься! This is reaction time! И я ваш пытливый друг Bjako19. И сегодня у нас будет Chrissy Constanza с треком If Looks Could Kill. У меня два варианта. Либо если бы взгляды могли убивать, либо, что более вероятно, на мой взгляд, если бы внешние виды могли убивать. Разберемся по контексту в процессе прослушивания. Тройчок попал к нам на канал, будучи победителем нашего пятничного голосования. И Криси, которая вокалистка из Against the Currents, которая уже не подписывается даже как вокалистка из Against the Currents, что очень интересно, выиграла в голосовалке у таких артистов, как Pally Royal с их новиночкой, In This Moment с их новиночкой, Memphis May Fire с их новиночкой, Kingdom of Giants. Короче, на мой взгляд, борьба была быть ожесточенной просто. Но Криси забрала 50% голосов, и я охреневаю. На самом деле мало человек проголосовало, но не суть. Что нас ждет, я даже боюсь представить. Надеюсь, как обычно, мои Бусти Бро сделали выбор, от которого я охренею. И да, я не знаю, нахрена вам эта информация. Я всю ночь не спал, подготавливая всю вот эту хрень. Надеюсь, вам нравится, потому что... у меня пятая точка порвалась просто на куски. Никогда не думайте, что сделать своими руками что-то гораздо лучше, чем пойти и просто купить. Во-первых, я потратился больше в финансовом плане. Во-вторых, я, опять же, не спал ночью для того, чтобы это закончить. Хотя я не закончил. То, что видно, выглядит норм. Там еще надо часть, что пониже доделать. Короче, не суть. Нахрен вам это не надо. Главное, что выглядит прикольно. Я думаю. Надеюсь, вам нравится. Комната немножко выглядит как комната маньяка-убийцы. Но не так, чтобы это далеко от правды. Погнали! Странно это подметить, но в любом случае я заметил, поэтому я скажу. У нее взгляд какой-то повзрослевший был, наконец-то. То есть Криси как бы не маленькая девочка, хотя она очень молодо выглядит. Но обычно у нее вот эта подростковая дурашливость в взгляде всегда проскальзывала, а здесь такая прям женщина-женщина. И да, видимо, вне группы она раскрывается, как ей комфортнее в музыкальном плане, и это что-то вот такое прям попсовенькое. Там остальные элементы я не смогу подметить, подчеркивая жанры, я не шарю. Но пока все прикольно. Не скажу, что я прям охренел, хотя вроде как у нас должен быть припевчик со взрывом, да? Посмотрим. Какая-то жестокая песня получается.
Darling, if looks could kill, I would never take my eyes off you. Если бы взгляд мог убить, взгляды могли убить, я бы никогда не отвела свой взгляд от тебя. Это, я остальную часть трека на самом деле не так, чтобы прям хорошо уловил, поэтому, может, там какая-то история измены или еще что-нибудь в этом роде, но если нет, то достаточно карикатурно и странно звучит, типа, ты хочешь его убить? Или чё? Не, припев был прикольный, кстати. Я забыл, что, несмотря на попсовость, вне группы Криси все равно остается рок-артистом, и очень ярко это показывает всегда, как минимум в припевах, и, да, что-то я лоханулся. Это ж Криси Констанза, чувак, ты чё? Там был очень красивый момент в начале припева. Вокально именно. Она так прикольно подпрыгнула на высокие. Прям достаточно неожиданно было, на мой взгляд. Очень красиво прозвучало. Тут взрывец будет прям взрывной, да? Извиняюсь, что испортил момент. Черт! Девочка, да ты влюбилась? Да ты по уши влюблена. Она прям очень-очень ярко и не стесняясь описывает эмоцию, которую она испытывает, и которой она вот прям открыто дорожит очень сильно, да, это что-то прям бесценное для нее, и там в тексте какие-то моменты, которые меня смущают, и, надеюсь, я просто неправильно слышу, потому что я слишком много смерти слышу в этом треке. Какого хрена тут происходит? Может, я просто не выспался, не обращайте внимания. И, пожалуйста, взорви мне душу с этим вторым припевом, давай. Потенциал у припева для этого есть. Этот момент очень красивый. Я говорил, что я шарю в психологии, правильно? То есть, чисто исходя из своего опыта наблюдений и анализов, я не имею ничего дипломированного за плечами, поэтому не воспринимайте все мои слова чересчур серьезно, но в любом случае, как человек опытный, наблюдающий за людьми в этом плане очень пристально всегда, это истинная эмоция, которую она испытывает. Она не играет. Я понимаю, что это как бы артист, да, она могла исполнить просто трек, который был просто написан, и там не могло не быть никакой личной истории в принципе, но я больше чем уверен, что здесь, именно в этом треке, есть личная история, потому что, обратите внимание на ее мимику, она никогда не была такой, она смущается, вы понимаете? Нету вот этой дерзкой, дурашливой Криси, которая играет на камеру настолько уверенно, что тебе кажется, что она в жизни такая. Но вот какая она в жизни. Особенно, когда ее переполняют какие-то теплые эмоции, которые она
пытается показать, но не хочет слукавить, да, и типа, блин, это так мило. Ау. Throwing rocks at the windows to your soul. Are you home? Let it rest. Что? Throwing rocks through the window to your soul? Бросая камни через окно в твою душу? Блин, странный трек. Throwing rocks at the windows to your soul. Are you home? Кстати, вокально очень красивая часть. Here in your arms till we turn to bone. For a moment the world stood still. Обалдеть! Растворяюсь в твоих объятиях, пока мы не превратимся в кости. Девочка, тебя понесло. Turn to bone. For a moment the world stood still. Darling, if looks could kill. No one never take my eyes off. No one never take my eyes off. How we die, how we sail. Darling, if looks could kill. Обожаю ее улыбку. No one never take my eyes off. For a moment the world stood still. Darling, if looks could kill. Вот это было мощно. No one never take my eyes off you. How we die, God is hell. Darling, if looks could kill. I would never take my eyes off. No, I'd never take my eyes off you. Обалдеть. Кстати, блин, может быть, мне трек кажется странным именно с лирической точки зрения, просто тупо потому, что непривычно наблюдать за артисткой, девушкой, которая вот так вот открыто, так смело и так искренне говорит о своих эмоциях, так красиво. Может, это типа такой ассоциативный дискомфорт. Но в любом случае, дайте я запрыгну в текст и посмотрю, что там. Да, трек охрененный. Я максимально скептически относился сначала, потому что, ну блин, мне и обидно было на самом деле. Я обожаю Криси, я тащусь по ней, я с ума схожу по ней, но, блин, Memphis May Fire, Pele Royal, чуваки, in this moment, все продули. И я думал, да какого хрена, что это там такое должно быть? Но, блин, трек реально достойный. Я больше чем уверен, что мои Boosty Bro сделали правильный выбор. Это был реально самый достойный трек из всех в списке. Не в обиду никому. Каждый имеет свой индивидуальный вкус, и я ни на что не тыкаю утвердительно. Тут получилось. Но, блин, трек реально мощный. Он очень классное развитие имеет, начиная так спокойно. И несмотря на то, что все вот эти спокойненькие попсовые моменты в куплетах в основном, да, они достаточно стандартненькие, они все равно сделаны настолько со вкусом, что вот прям максимально приятно слушается. Типа даже если изначально думаешь, что не будет взрыва, который просто разнесет тебе душу, ты ни капельки не сомневаешься в том, что это как минимум хороший трек на фончик, да, ну типа просто трек для того, чтобы поиграл, который не будет бесить тебя плоскостью и так далее. Но с развитием тут было все в порядке, особенно в самом конце, после этой ямы. Этот взрыв в припеве так классно прозвучал. Шикарная работа. Я в текст. Ну нет, да, я был прав, мне показалось. Тут нет вообще, даже не в таком количестве, а вообще нету никаких таких смертных моментов, хотя была классная строчка, которую я недорасслышал, поэтому она меня немножко сконфьюзнула, да, и эта строчка, где она была? I know it's crazy, but I think my death wish is you.
вот где я слышал слово смерть, и я совершенно не в том контексте это понял, говорится мое, death wish. Я прогнал это через переводчик, это вообще тупорылая хрень какая-то была там. Я больше чем уверен, что это должно быть что-то типа желание, которого я до смерти хочу, да, вот так вот, типа мое смертельное желание, но в плане вот до смерти как хочется. Я думаю, что вот это желание, единственное, что я хочу до смерти, это ты, короче. Опять же, на английском звучит гораздо поэтичнее и красивее, но в целом трек очень-очень-очень красивый. Это так трогательно, так душевно и так поэтично, опять же. Строчка, которую я подчеркнул: Throwing rocks at the windows to your soul, are you home? Lay to rest here in your arms till we turn to bone. Кидая камни в окна к твоей душе, дома ли ты? Прилягу отдохнуть здесь, в твоих объятиях, пока мы превратимся в кости, да, пока мы умрем, имеется в виду. И, в припеве For a moment the world stood still, darling, if looks could kill, I would never take my eyes off you. В момент, когда весь мир замер, если бы взгляды могли убивать, я бы все равно не увела свой взгляд от тебя. Это все равно странно звучит. Я не забираю свои слова обратно, я все еще придерживаюсь мысли о том, что это реально странно звучит, но глубина смысла этой строчки, она вот прям реально, это надо было додуматься. Я настолько не могу перестать наслаждаться тобой, как минимум визуально, что даже если бы я знала, что взгляды могут убивать, я бы все равно не убрала свой взгляд от тебя. Не потому что я хочу, чтобы ты сдох, а просто потому что я физически не смогла бы. Вот настолько невозможно для меня не восхищаться тобой. Опять же, хотя бы визуально, вы понимаете, да? Это глубоко, это красиво. Все равно странно, но красиво. Охрененный трек. Пока не знаю, полетит ко мне в плейлист или нет, надо переслушать, но, по-моему, все шансы для этого есть, 99%, потому что последний припев «Ауч!». И опять же, для всех остальных моментов в треке тречок звучит прям как, знаете, идеальное дополнение на фон к практически любым жизненным моментам моим, поэтому, да. Молодец, Криси, очень сильно порадовала. Охрененная работа, как обычно. Спасибо моим Boosty Bro за то, что проголосовали за эту работу. Не забудьте поблагодарить их в комментариях, если вы этого еще не сделали. И да, если вам понравилась моя реакция, не забудьте поставить лайкосик этому видосику, затыкайте там его до смерти, отметьте кнопку подписки как следует, чтобы ей мало не показалось, и пните колокольчик, он это тоже заслужил. Если у меня получилось поднять вам настроение, вы захотите поднять мне его в ответ, угостив меня чем-нибудь, ссылочки на Donation Alerts и Boosty в описании данного ролика. Всем заранее огромное спасибо. И всем спасибо за просмотр. Увидимся снова в следующем арти-ролике.